Всем привет! Меня зовут Галина Малая, и сегодня мы на канале Ханафи. Мы поговорим простыми словами о сложных вещах, а именно об этих странных и страшных обозначениях и названиях в картриджах. Картриджи для перманентного макияжа отличаются остротой, диаметром, количеством игл в спайке. Для каждой процедуры свой тип иглы. Какие-то проникают в кожу легче и глубже, а с какими-то мы можем выполнить только деликатную поверхностную работу. Если выбрать не ту иглу или начать ей работать, не обучаясь технике, то очень легко можно получить кровавые стрелки или леопардовые брови. Давайте же разберемся по порядку, что означают те или иные комбинации в названии картриджей и как выбрать иглу под процедуру. А еще мы покажем вам эксперимент, как влияет количество игл в спайке на проникновение в кожу. Путеводитель по сегодняшнему видео. Типы заточек игл. На каких зонах какой иглой работать. Количество игл в спайке. Диаметр иглы. Тип расположения игл в пучке. Начнем с типов заточек игл. РЛТ – это острая игла, определяется как лонг. РЛМТ – это medium, средняя заточка. И есть еще РЛСТ – short, очень редко встречается сейчас в последнее время. Это пулевидная заточка иглы. Для чего мастеру нужны разные заточки? В первую очередь, потому что бывает разная кожа и разные руки. Если у клиента тонкая, сухая, куперозная, сосудистая, возрастная кожа, игла с острой заточкой нарушит кожный покров сильнее, и пигмент ляжет глубже, чем это необходимо. Последствия? Черные брови, как 30 лет назад, а точнее синие. Вы будете делать пудровые брови, а по факту сделаете просто старый татуаж. Для какой же кожи подходит острая заточка? Для нормальной и жирной, и для более плотной и толстой кожи. Средняя заточка М как раз подходит для более сложной, деликатной кожи и возрастной, а также куперозной, так как она менее травматична. Пулевидная заточка определяется как буквой S. Редко используемая игла в наше время. Раньше использовали мы это для растушевок на бровях и на губах. Сейчас она чаще всего фигурируется в пучках тройкой 3RLST. В Ханафи есть все необходимые в работе диаметры игл. Это и 0,25, 0,30, и 0,35, а также новинка 0,40. Теперь вопрос. Для чего в работе мастеру использовать разные диаметры игл? На что это влияет? В первую очередь размер пикселя. Рассмотрим на примере бровей. Кто-то хочет более мягкую тень, тогда нужен диаметр 0,25. А если вы хотите видимый четкий пиксель, то это уже 0,35. А также включаем логику. Чем тоньше игла, тем острее она будет. За счет уменьшения ее диаметра игла легче проникает в кожу. С такими иглами нужно работать максимально легко. И если у вас более тяжелая рука, то рекомендую вам выбрать заточку М, либо иглу с большим диаметром. Для бровей большинство мастеров выбирают иголочку с диаметром 0,30. Для жирной и толстой кожи я люблю острую заточку и поменьше диаметр. Это 0,25 или 0,30. Для сухой тонкой куперозной кожи заточка medium диаметром 0,25 или 0,30. Губы диаметр 0,25, 0,30, а также 0,35. Сейчас я больше всего люблю как раз диаметр 0,35. Я выполняю ей и контур, и растушевку. Веки 0,25 острая или на сильно сосудистых глазках заточка medium. 0,35 и 0,40 будет слишком травматично, и тогда вы как раз получите те самые кровавые стрелки. А особенно под сильно тяжелой рукой или самой острой заточкой под соусом толстой иглы. Вкуснятина. Веки – это самая деликатная работа. Если вы все-таки не хотите попасть в топ трэшевых работ, то я посоветовала бы вам диаметр иглы 0,25, заточка RL. Теперь перейдем к спайкам игл. Спайка бывает пучковая, а бывает рядная. Сначала рассмотрим пучковые. Если вы видите на коробочке 25/1, это значит игла 1. Если на коробочке читаете 25/3, это 3 иглы в спаечке. Называется пучок. Кстати, пучки бывают тоже разные. 3RL – это более близко расположенные друг к другу иглы. А есть еще пушистые с большим расстоянием между иглами. Это 3RS. Зачем мастеру эти конфигурации? Как минимум для создания разных техник. За счет большего расстояния между иглами в 3RS можно получить более акварельный прокрас. Ее иногда берут для акварельных губ и для более быстрого прокраса в растушевке. Также работают с ореолой, данной иглой. Я же больше предпочитаю 3RL. И если мне нужно дать чуть больше воздуха, я просто 3RL аккуратненько, совсем чуть-чуть разъединяю. Таким способом травматизация будет поменьше, а прокрас умеренный.
Один из видов спайки – это магнум. Это иглы в ряд. Для чего нам нужно такое положение игл? Начнем с того, что иглы магнум пришли из татуировки, где нужны были растяжки и градиенты. Магнум дает возможность получить более плотный рисунок, но который не вредит коже. Теперь вернемся к леопардовым бровям. Их как раз можно легко получить, если взять магнум без предварительной тренировки и подготовки на латексе. Потому что если движения вашей руки с этим картриджем будут аналогичны работе с иглой единичкой, то результат вас явно не порадует. Я очень рекомендую освоить эту технику, так как результат будет отличаться от классических пудровых бровей. И тем самым вы сможете предложить вашим клиентам еще один вариант, как могут выглядеть их брови. И, конечно же, повысить свой доход за счет повышения квалификации и приобретения новых клиентов, которых классические брови не нравятся. И еще один важный момент. Убедительная просьба без тренировки на латексе на клиенте это не совершать. Вы можете сказать, зачем мне мучиться, я то же самое сделаю плотнее единичкой. Но, мои хорошие, если вы органикой сделаете плотнее, чем нужно, а если еще и тонкой и на сухой коже, то это будет не пудровая техника, и она будет иметь последствия. Единичка за счет того, что ее площадь более маленькая, проникает глубже в кожу, а работа на магнум за счет большого количества игл в спайке прокрашивает одновременно большую часть площади кожи, но не глубоко входит в кожу, как единичка. Последствия неправильно подобранной иглы, более большая травматизация, маленькие остатки после процедуры, либо пигмент останется пятнами. Сейчас мы с вами посмотрим очень интересный эксперимент, который я провожу впервые. Но это чтобы максимально вам объяснить, что такое сопротивление кожи к соотношению с иглой и с какой иглой. За счет того, что иголочки у нас сильно маленькие, да, кожа резиновая у нас не нашлось под рукой, мы придумали вот такую штучку. Это называется живой коллаген, пищевой, вот такого вот состояния. И он, в принципе, хорошо прокалывается, но если взять иголочку, на нем очень было плохо видно. Поэтому мы соорудили сами свои иголочки. Мы взяли вот такие вот деревянные палочки, да, зубочисточки, чтобы были не сильно острые, не сильно тонкие, чтобы было понятнее. Одна палочка будет у нас отвечать за единицу, вторая палочка, здесь сделано 3 штучки, как у нас 3RL идет иголочка. Получается, сейчас мы будем смотреть, как проходит у нас иголочка единичка в кожу, да, и какое сопротивление от кожи по соотношению к иголочке троечки. Смотрим. Берем 90 градусов, если мы аппарат держим под 90 градусов. То есть мы начинаем надавливать. Я смотрю, и от просто обычного прикосновения уже виден прокол, где у нас получается одна зубочисточка, и прокола, то есть не подразорвался у нас коллаген от палочки, где 3 штучки. То есть соприкосновение здесь увеличено, то есть она как будто бы отпружинивает. То есть, а здесь я уже просто встала, и он уже сразу проткнул. Какие выводы мы можем сделать по соотношению именно к самой коже, да? Что если мы встанем единичкой на кожу, мы в любом случае, она хоть как-то, но проткнется. От троечки она сразу же не проткнется, все равно нужно какое-то будет нажатие. Поехали дальше, будем уже как раз надавливать. То есть вот, и мы начинаем одинаково на них надавливать. Здесь распрыгался от того, что я вот давлю, получается, этой троечкой. Он от этого шатается, а единица сразу идет вниз. Вы можете посмотреть, на какую глубину ушла у нас единичка при одинаковом нажатии, и на какой глубине осталась у нас троечка, где получается 3 зубочисточки. То есть какие выводы мы можем сделать? То есть я думаю, что логически, конечно же, понятно, что если вы будете работать единичкой, то она острее и будет прокол увеличен, то есть краска у вас будет заходить глубже в слои эпидермиса. Если вы работаете троечкой или другими иглами, где в спайке находится большее количество игл, то у вас прокол внутри кожи и остаток краски будет поверхностнее. То есть представьте, это всего лишь троечка у нас, а есть еще игла магнум. Там ряд стоит, 2 ряда из 5, 7, 9 и так далее игл.
То есть вот у нас расположение. И если вы таким расположением будете давить на этот же коллаген, то он вообще, то есть нажатие будет еще сильнее. Вы можете задать сразу встречный вопрос мне, да. Соответственно, если работать иглой тройкой, либо магнум или другими пучками, то нужно давить в кожу, и будет работа сама по себе травматичнее. На самом деле работа заключается не в этом. Для того, чтобы поработать троечкой и сделать легкий прокрас, но проколоть, да, нам нужно немножечко эту троечку нагнуть. То есть мы идем не 90 градусов, хотя в 90 градусов иглой троечкой работать также можно. Будет очень легкий остаток, красивый, тому, кому такой нужен. Но если нам нужно какое-то что-то поплотнее, тогда мы чуть-чуть иголочку наклоняем. То же самое с работой магнум. Если мы возьмем просто прямо его поставим, то ему будет тяжело прокрасить. Но при увеличении мощности аппарата и скорости поступление краски в кожу совсем другое. То есть в магнуме очень важно работать поверхностно, но быстро. Тогда у вас будет очень легкий прокрас. Краска у вас будет оставаться намного поверхностнее, чем у иглы единичка. И, соответственно, какие выводы мы можем сделать? Что более плотные техники безопаснее сделать на игле магнум либо троечки, чем на единичке, органическим материалом тем более. Так, попробуем все-таки, да, наш эксперимент продлить и сделать это иголочками. Возьмем сначала единичку, нашу стандартную. Я, конечно, очень далеко нахожусь, но если я сяду близко, у меня не получится вам это показать. Это иголочка единичка. Посмотрите внимательно, какие штришки у нас остались от единички и какие штришки у нас остаются от магнума. Вывод мы можем сделать сразу, что единицы проникают глубже. Магнум оставляет очень-очень легкую тень, если вы нажимаете на нее точно так же, как на единицу. При таких же настройках, то есть эксперимент был сделан абсолютно на разных условиях. То есть в аппарате была такая же скорость и такое же нажатие на аппарат. Поэтому я и говорю, очень важно каждой иглой уметь работать для получения какого-то результата, которого вы хотите достигнуть. Но самая главная была цель — показать вам сопротивление игл разное, то есть на кожу, реакция иглы на сопротивление разных игл. А теперь мы едим наш эксперимент. Я съела татуировку. Что мастера не делают, чтобы показать вам, чтобы вы все знали об иглах, о безопасности пигментов, что их можно есть, чтобы вы понимали. Я ем татуаж. Чтобы просто вы были счастливы и делали прекрасные работа. Не ленитесь пробовать иглы на латексе, и тогда вы будете больше их понимать. Напишите в комментариях, какая игла самая опасная для вас и какие интересные случаи у вас случались с процедурой. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. Всего доброго, до новых встреч!